Город Таллин, Финский залив, середина декабря месяца. Погода, как вы видите, не очень приветливая, но живу я здесь. Надо сказать, что прекрасно себя чувствую. Приехали мы в Таллин 2 с небольшим года тому назад из города Москвы, где климат, надо сказать, не намного лучше, зато атмосфера заметно мрачнее. Конечно, Артемию в Эстонии комфортно. Как и этим парням, у которых порвался пакет с пивом, когда они проходили мимо скромного президентского кортежа. К сожалению, мы не стали снимать дальше. Но все закончилось тем, что вышедший охранник президента Эстонии показал ребятам, куда выбросить разбитое стекло, а потом принес новый пакет. Люди тут довольно разные, по-разному относятся к своей судьбине. Некоторые ее клянут, некоторые, напротив, рады радешеньки и очень довольны тем обстоятельством, что оказались в Эстонии. Мы относимся скорее к последним. Вместе с Артемием в Эстонии проживает около 400 тысяч русскоговорящих людей. Русский форпост на Балтике, как любит иногда их называть пророссийская пресса. Мы неоднократно пытались записать с кем-то из них интервью, но каждый раз получали отказ за отказом, как только речь заходила о политике. Хотя некоторые и настроены к властям Эстонии критически. Я довольно хорошо понимаю, чувствую этих людей. Это в первую очередь, естественно, пенсионеры и вообще люди пожилые. Дело в том, что они приехали в одну страну, а потом абсолютно помимо своей воли оказались в другой стране. После войны сталинская политика попытались вместо населения отправить в Сибирь, а вместо их, так сказать, привести рабочий люд из центральных областей России. Говорят, что за все эти годы советской власти Эстония перескакали миллионы русских людей. Они жили в стране под названием Советский Союз. Соответственно, оказались по комсомольской путевке или по контракту, или как-то еще в Эстонии. Эстонского языка они не учили, государственным языком был русский, порядки были все советские. И им это нравилось. И вдруг все это изменилось в одночасье. НАТО on väga kiire, otsustavalt, tak sammu marš! Они могли поехать по своей комсомольской путевке не в Эстонию, скажем, а в Кемеровскую область или в Краснодарский край. И тогда у них все было бы в порядке. Они вдруг, опаньки, и оказались за кордоном. Более того, в стране, которая член НАТО, член Евросоюза, валюта в которой называется евро и все такое прочее. А поскольку люди это, как правило, простые рабочие, то есть это не какие-то, скажем, интеллектуалы, научные работники, предприниматели, которые сознательно выбрали Эстонию в качестве места проживания и места своей жизнедеятельности, то, в общем-то, найти себя здесь они, к сожалению, если и могут, то с большим трудом. Скорее всего, и вовсе найти не могут. В конце советской власти, если посчитать огромный военный контингент, половина населения Эстонии было русскоязычным. Сейчас же население страны на 70% состоит из эстонцев. И многие спрашивают, куда эти русские исчезли, что с ними стало. Многие думают, что их то ли выгнали, то ли они уехали или что-то такое. Но все же это такое наивное понимание вещей. Главным образом уехали, конечно, военные. Кроме того, здесь работали всякие специалисты. Они тоже были направлены уже своими ведомствами российскими назад в Россию. Кроме этого, мы должны понять, что обычно такая ситуация, что вот, скажем, человек живет в Эстонии, а его дети не живут в Эстонии. Его дети живут там в Москве или в Петербурге. И бесспорно это значит, что русскоязычное население довольно старое. И, конечно, если старый человек умирает, уже наследников здесь в Эстонии нету. И поэтому тоже вот такое быстрое уменьшение русского населения Эстонии.
Эстонии никогда не было такой ситуации, что кто-то кого-то выгнал из Эстонии. Эстония очень либеральная, демократическая страна. Кто хотел жить в Эстонии, тот и остался жить в Эстонии. Скажем, гражданство. В Эстонии никогда не было такого, чтобы мешать кому-то брать эстонское гражданство. Если вы хотите это эстонское гражданство по натурализации, вы идете, так сказать, в департамент полиции, даете соответствующие экзамены по языку и конституции, получаете свое гражданство. Никто не может мешать вам это делать. За 25 лет количество неграждан в Эстонии сократилось с 300 до 80 тысяч человек и составляет всего около 6% населения. Процедура натурализации стала простой и четкой, любые дети теперь становятся гражданами автоматически, а пенсионеры могут не сдавать экзамен на знание языка. Однако многие русскоговорящие сознательно затягивают свой выбор, ведь обладателям серых паспортов не нужны визы ни в Европу, ни в Россию, где, по их мнению, все намазано медом. Что касается до эстонских русских патриотов, все, что они знают о России, как правило, они знают из пропагандистских передач, да даже и не пропагандистских, а просто, в том числе и из сериалов, из всей этой совершенно лживой, не имеющей никакого отношения к действительности информации, которая идет по телевизионным российским каналам. Поэтому они уверены, что в России все прекрасно. Люди живут богато, свободно, делают, что хотят, зарабатывают огромное количество денег. Совсем недавно какая-то дама на полном серьезе пыталась мне внушить, ссылаясь на своих родственников то ли в Самаре, то ли в Саратове, что там средняя зарплата 5000 евро в месяц. Вот так живут у нас в Поволжье простые, средние русские люди. У меня вот очень много друзей и знакомых, которые уехали из Эстонии, там, в Белоруссию, Украину, Россию, и они всегда жалуются, что они делали большую ошибку, что уехали из Эстонии, что вот еду назад на малую родину, там лучше будет, но на самом деле оказывалось, что лучше Эстонии не оказалось. Надо сказать, что после всех разговоров с балтийскими русскими путинистами, естественно, задать один единственный вопрос. Ребята, если вам здесь так плохо, если вас тут угнетают, если вы себя тут чувствуете дискриминированными, если вы ненавидите местный образ жизни, если вы не понимаете эстонцев и считаете их какой-то чуждой расой и так далее, ну почему же вы не поедете в Россию, где, по вашим сведениям, все настолько хорошо? Надо сказать, что это простейший вопрос ставит людей в абсолютный тупик. Они просто замолкают, начинают говорить не б, не м, типа, ну, да, но мы же здесь родились, ну, а что? Ну, короче говоря, ответа нет, это ступор. И я помню, у меня был единственный случай за все время, когда я получил четкий ответ. Это ехал я в такси, был такой довольно молодой, ну, 30-35 лет, бритоголовый таксист, русский. И на мой вопрос, ну, после обычных разговоров о том, что Россия – это страна великих возможностей, а Эстония – это выгребная яма в темном уголке Европы. И когда я его спросил, так что ж ты в Россию-то не едешь, все эти миллионы возможностей воплощать в жизнь? На что он мне сказал очень серьезно: а мы тут сидим, ждем отмашки из Москвы, как только будет отмашка, пойдем мочить эстонцев. В далеком 93-м из Москвы уже давали сигнал. Эстония тогда только заявляла, что войдет в НАТО и Евросоюз. И это время еще в Эстонии находилось ограниченный российский военный контингент. Еще не все российские войска были выведены. Значит, были инструменты, чтобы играть, чтобы добиться каких-то успехов. Но тогда администрация Клинтона надавила на Ельцина с требованием прекратить эти провокации, хотя мелкие инциденты продолжали иметь место. Российские, конечно, всякие органы и спецслужбы попытались организовать какие-то там бузню где-то, то тут, то там, и всегда провал. Я личными глазами видел, как русский резидент убеждал белорусского резидента выгнать своих людей на улицу, потому что нету людей, массовку, который должен показывать недовольство и устроить какие-то митинги и так далее. Говорит о том, что сотни тысяч русских людей боролись, так сказать, вместе с Интерфронтом против чего-то, ничего такого не было.
мы посмотрим на голосование. Было голосование там по поводу суверенности Эстонской Республики, референдум. Мы видим, люди дружно голосуют за это, в том числе и русскоязычные. Почти 80% жителей Эстонии проголосовали за независимость. Мы видим голосование в Верховном Совете. Что вы думаете, что там русскоязычные голосовали против всех этих законов, так сказать, о языке? Ничего подобного. Голосовали за. Своим молчаливым согласием или неучастием русскоязычные граждане Эстонии продолжают голосовать за то, что им удобно и комфортно. Я бы не сказал, что вот эта русская пятая колонна в странах Балтии представляет какую-то реальную опасность. Те люди, которые могли бы представлять опасность, то есть молодые, активные люди, они, как правило, или делают карьеру тут, на месте, в Эстонии. Надо сказать, что многие справляются с ней прекрасно, свободно владеют языком. Те, кому в Эстонии совсем не нравится из молодых людей, они едут только не в Россию, они едут еще дальше на запад. Они едут в Скандинавию, они едут в Британию, они едут в Германию, находят себе работу там. Вот это происходит с молодой активной частью населения. Ну а ждать каких-то особо резких движений от тех же пенсионеров или каких-то отдельных маргиналов, я думаю, не следует. А зачем какая-то нестабильность? Что это дает? И думаю, это главная, так сказать, идея вот русскоязычного населения. Надежда на пассионарность, что вот эти люди будут оружием в руках бороться против кого-то. Тогда возникает, со что тогда? Что эта идея должна быть? Объединение с Россией. Но как будто бы есть какие-то проблемы. Как будто бы между Эстонией и Россией какая-то стена. Ну ничего такого же нету. Тогда за что мы боремся? Почему мы должны захватить оружие и бороться против кого-то? Это, по-моему, безумная фантазия. Вот эти народные республики, они не могли возникать в голове всяких там КГБшников из Кремля. Но в реальной жизни людей они ничего общего не имеют. Мы снимали День независимости и решили тут поснимать. Может, вы нам расскажете? Что происходит, да? На камеру. Маленький митинг. Как вы знаете, у нас это день рождения республики. В основном здесь на митинге говорят об этом, что мы против тех, что эта миграция развивается в нашу страну. Что это самое, мы этого не хотим. А неужели у вас так много иммигрантов здесь? Ну, еще нет. Но Финляндия, Швеция недалеко. А там видно, что там творится. У них есть 300 километров из Сирии, страна богатая, тоже исламическая, Сауди Аравия. А они приедут 3000 километров сюда. Это же нормально, что ли? Вот и получается, что вопросы беженцев-мусульман из страны за тысячи километров волнуют эстонцев, которые, как мы видим, неплохо говорят по-русски, больше, чем отношения с ближайшим соседом. Эстония единственная вот республика здесь вообще, где и нету никаких русских партий. Нету. Русский человек в Эстонии не нуждается в какой-то русской партии. Он голосует за идеологические партии, где вместе эстонцы и русские. Во властных структурах, если и нет этнических русских, то достаточно часто встречаются русскоговорящие. Как, например, бывший министр иностранных дел Марина Кальюрант, до замужества вообще имевшая фамилию Раевская. Моя мама русская, моя мама воспитывала меня одна. Моя мама жива, мы до сих пор говорим с ней на русском языке. И она воспитывала меня всегда в том знании, что мы русские, кто живем в Эстонии, должны уважать и это государство, и этот народ, и эту культуру. И мы не можем здесь жить, не зная языка этого народа. То есть, да, мама всегда растила меня патриотом Эстонии. Моя мама сама является, наверное, самым большим патриотом Эстонии, кого я когда-либо знала. В России тоже много патриотов. Но часть патриотизма несколько омрачается, прежде всего родным государством. Всегда русский человек знал, что русское государство его обманет. Вот его настоящая позиция. Молчаливое большинство. Просто вот и есть люди, которые не заинтересованы никакой агрессии, а хотят заниматься собственной жизнью. Но это чисто, конечно, российская традиция, семья, и ты сам самое главное.
Об отношении к родному государству говорит и статистика голосующих на российских выборах в Государственную Думу граждан России, проживающих в Эстонии. С 2007 года количество голосующих упало в 2 раза – с 20 до 10 тысяч человек. А у нас-то 130 тысяч граждан Российской Федерации живут в Эстонии. Сколько их тогда будет участвовать уже в следующих выборах? Пару тысяч, что ли? Ну, дают возможность голосовать за Путина. А они не идут, а они не голосуют. Им не интересно. Надежда, что где-то есть 5-я колонна, которая будет цветами, так сказать, приветствовать русские танки, которые, так сказать, быстролетно летают по Европе. То я, к сожалению, так сказать, должна вас огорчить. Те, которые вас должны были цветами, так сказать, приветствовать, давно уже в Португалии. Не будут они вас тут цветами-то встречать. Они уже нашли лучшее место, так сказать, дальше от вас. И такова реальная жизнь. Все различные нации, национальности, которые проживают в Эстонии, они только обогащают наше государство, нашу культуру, нашу экономику, все наше общество. Я думаю, наверное, самый хороший вопрос – посмотрите статистику. Покидают ли русские Эстонию? Не покидают. Они живут в Эстонии, они являются гражданами Эстонии, они являются постоянными жителями Евросоюза, и они желают воспитывать своих детей, своих внуков в Эстонии. Я очень рада этому. Косвенно это подтверждается роликами на YouTube. Если набрать в поиске «Иде Вируме» – место компактного проживания русских, то в основном увидим гонки по дорогам от полицейских машин с последующими захватами нарушителей и никаких унижений по национальному признаку. Можно смотреть еще цифры. В Эстонии есть прирост населения. Прирост населения в связи с тем, что в Эстонии едут люди. Не так, чтобы кто-то бегает из Эстонии. Наоборот, в Эстонию приезжают люди. Население растет в Эстонии. А кто приедет-то из Эстонии? Конечно, люди из России. Жизнь в России плохая, очень плохая, а Эстония хорошая. Вот и разница. Вот и приезжают тысячами каждый год. Скажем, врачи. Вот приезжают русские врачи и до Вирума работать. И это есть вот подтверждение все же, что несмотря на все сложности и все различия, которые, конечно, и есть там какое-то культурное различие, политическое различие, все же идет объединение эстонского народа в рамках либеральной демократии и рыночной экономики.